Здорово, гайс, я слишком долго варю в теме Sandbox, и, честно говоря, за эти годы я видел уже слишком много, чтобы относиться к проекту как к чему-то новому и внезапному. Я помню самые первые попытки на Unreal Engine 4, когда игру еще воспринимали как будущий Гаррисмо 2. Помню момент, когда проект получил Source 2 от Valve. Помню и много других ситуаций, но когда слишком долго варишься в одной теме, интерес постепенно выгорает, и, пожалуй, это и есть причина, почему для меня это видео финальное перед выходом игры. В январе я уже выпускал ролик, и с тех пор много изменилось. Разработчики заявили, что игра выйдет в первом квартале этого года, потом начали постепенно ее обновлять и параллельно начали вводить монетизацию. Сначала в этом ничего не было особенного, но когда добавили систему одежды, стало очевидно, Sandbox идет по пути Роблокса. Есть режимы, в которых ты играешь, а если хочешь выделиться среди остальных, изволь покупать скины. В своей телеграм-группе я делился новостями постоянно, хэллоуинские предложения, наборы в честь китайского Нового года и так далее. А Фейспатч довольно быстро почувствовали, что на аудитории можно заработать, и цены на предметы с каждым разом становились все более абсурдными. Я относился к этому скептически, но 2 марта меня это уже выбесило. Корона за 8000. На эту сумму можно взять несколько хороших тайтлов в стиме или один новый при релизе. У тебя еще останутся рубли, чтобы купить доширак с парой чистых трусов. А на короне написано 100% король. И в этом контексте, знаете, это выглядит либо как издевательская самоирония Гарри, либо как откровенный троллинг над теми, кто готов платить любые деньги. И вот, кстати, на днях появилась точная дата выхода, 28 апреля. И сказать тут хорошего, честно, почти нечего. Либо ничего, либо сплошные вопросы. На чем цены? Она будет ориентировочно $20, для многих это уже серьезная сумма. А теперь вспомним, почему Гаррисмо стал по-настоящему массовым. И за что я его любил. За низкий порог входа. В разное время он стоил 50, 100, 300 рублей, и за эти деньги ты получал сотни сценариев для развлечения. Именно поэтому, кстати, в нем всегда было много школьников, игру мог позволить себе практически каждый. Для Sandbox изначально складывался куда более грамотный сценарий, особенно на фоне дорогих скинов. Бесплатный вход, а за позерство уже деньги. Фейспатч ничего не мешало сделать игру бесплатно, они бы все равно отбили монетизацию на косметике. Но вместо этого они ставят ценовой барьер, а дальше начинается простая математика. Чем меньше онлайн на старте, тем меньше людей в разных режимах, а режимы без игроков будут угасать один за другим. И это, пожалуй, грустнее, чем любая корона за 8000. Из-за ценового барьера комьюнити игры будет составлять либо те, кто может себе это позволить, либо идейные люди вроде меня, те, кому нравится разрабатывать, кто ценит наследие Гаррисмода. И тут возникает вопрос в презентабельности. Игру делают для аудитории 12+, а то и 9+. Отсюда детский дизайн главного меню и стилистика в целом, чего эти модельки сосисок стоят. Но если в итоге аудитория оказывается совсем другой, более взрослой и более платежно-способной, то разве такая презентабельность вообще правильная? Я считаю, что нет. При этом у меня нет претензий к самим разработчикам. Мэтт, Тони, Лоренс, Карсон — мои фавориты. Сколько я смотрю changelog'и, столько вижу реальные крутые нововведения. Движковая часть Sandbox выглядит потрясающе. Но проблема не в ней, проблема в стороне обычного игрока, который запускает игру впервые и просто пытается в нее вникнуть. Понятное дело, что за год-два многие широковатости можно отполировать, но моя претензия в том, что конкретные проблемы есть уже сейчас, и до 28 апреля их нужно либо решать, либо переносить дату. Однако потому, что разработчики заняты движковой частью, разработкой режима Sandbox, создается ощущение, что именно на эту тему у них сейчас нет полного фокуса, а это главная проблема. У игры огромное будущее, оно точно переплюнет Гаррисмо, а вот Roblox, вряд ли, потому что успех Roblox во многом держится на кроссплатформенности, мобилки, консоли, ПК, но с технической стороны у Sandbox все еще тоже возможно. Так что будем наблюдать, чем закончится релиз. Подписывайтесь на телеграм-группу Вселенная Sandbox, там будут раздачи скинов и много контента, ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, встретимся при выходе игры.